Всем привет! Меня зовут Вова и моя жена из Японии. В этом видео я решил ответить на вопрос, который мне задают абсолютно все. Знакомые, друзья, коллеги и даже случайные люди в интернете. А почему ты женился на японке, а не на русской? Давайте честно и без прикрас разберем эту тему. Здравствуйте. Какая вкусная, какая вкусная? Горбуша последний нам привезли. Вот это, да? Да. Форель горбуша. 500 грамм 6000. Ну, 250, ну, 3000, 300. Да это нет. Вот это смотри. Это все. Ага. Попробуйте. Угу. Смотрите, зернышки сухие, Угу. без джуса, без... Хорошо. 2-3. Нет, как бы ее же надо все равно Да немножко. что ты будешь делать? А? Ну, горьковато. Ну, горбуша, да. Да. Крупнее зерно. Ну да. Ну, или даже крупнее. Давай такое. Мне это больше понравилось. Посильнее. Да. Давай. Знаете, множество людей, когда слышат про такой брак, сразу думают о чем-то меркантильном, мол, понятно, женился, чтобы получить японский паспорт и побыстрее уехать из России. Честно признаюсь, такие мысли иногда проскакивали и у меня в голове в самом начале, потому что стереотипы очень сильны. Но давайте включим логику. Они как Сладкий они был. на Суховато, рака да. похожи. Вот ближе, да. Ну, Что-то между раком и Да. крабом. выбирай. Не, ну есть же некоторые... Ой, вы знаете, некоторые вообще ничего не хотят. А, Бутан. Мгм. Бутан. На японском тоже Бутан. Бутан эби. О, смотри. Это как ты привозила? Да? Как ты привозила рыбу сухую? А, ну да. Побарный стайл. Спасибо большое. До свидания. Купили икру к блинчику и... Что еще? Забыл. А, кальмар. Чтобы получить паспорт через брак, это очень сложно. Проще выучить японский язык. Но дело даже не в этом. Я просто встретил однажды девушку, которая мне понравилась внешностью, взглядами и своим внутренним миром. Это банально, но это так. С ней я могу быть самим собой. Она понимает меня, а я ее. До нее я не испытывал ничего подобного. И мне хватило всего несколько месяцев рядом с ней, чтобы понять. Вот этот человек, с которым я хочу провести жизнь. И сделал ей предложение. Много. Это нам все туда вливать? Немного. Парабен. Хорошо. Конечно, когда сходишься с человеком из другой страны, розовые очки быстро спадают. И да, не все было идеально. Языковой барьер иногда вызывал забавное, иногда обидное недопонимание. А разница в культуре сказывалась буквально на всем. От отношения к деньгам до того, как правильно складывать носки и трусы. Со второго раза будет красивее и легче. Понял. この切り縫いがこれが浮いてると思うんですけど、これがここがパリパリで中がもちもちしていて美味しいです。こうなった方が私は好き。タロイラス。 Манзай! Не поехали. А, поехали. Второй раз. Поехали. Цмами食い。こうちょっとこうやって焦げ目がついた方がブリヌイは美味しいです。本当に何もつけないでこのまま食べても美味しい。1枚もらっ
ちゃいます。パリパリ。いただきます。もちもち。わ。そしてパリパリ。ででん。Ну, час готовить. Я, правда, еще молока наливал. Потому что густое было. 美味しいよ。Вкусно? Здесь сверху более тонкий. А, да? Блины. Мы сейчас едем в гости. В другой город. В другой город. В Ворске. Мы сталкивались с этим много раз. И знаете, что я понял? Эти трудности нас не разлучали, а наоборот делали крепче. Каждый раз, когда мы находили компромисс в какой-то межнациональной ситуации, мы учились доверять друг другу и еще больше. Мы не пытаемся переделать друг друга под свои стандарты, а создаем свои собственные семейные. Именно поэтому, несмотря на все сложности, именно с ней я хочу строить новую жизнь. И строить мы ее будем здесь, в России. Будем все добьем. Это потом сюда? Угу. Сейчас туда еще томаты. Угу. 友達の家に来たんですけど、マンションなんですけど、中がもう暑すぎる。私セーター着て来たんですけど、でもうヒートテックみたいなアンダーウェアとかも全部脱いだんですけど、もう暑すぎるので本当に今 T シャツを借りました。今から着替えます。多分もう30度ぐらいあるんじゃないかな。もう座ってるだけで汗が出てくるぐらい暑いです。はい、着替えます。着替えました。T シャツ最高。これでちょっとなんとか汗は引くかな。Готовим. А то мясо. А мясо есть, да? Это которые самые. Тут две. Вот. Антон доедает то, что не едят мясо. Я тоже обычно ем. Тоже любишь? Это? Вот. Да. Наверняка многие ждут сравнений. Кто лучше готовит, кто лучше убирает. Дело не в этом. Для меня лично японская жена лучше не потому, что она японка, а потому, что она сакурако. Но если выделить конкретную черту, которая покорила, это ее внимание к деталям. Русские девушки часто живут будущим. Вот купим квартиру, тогда и заживем. Она научила меня жить настоящим. Сделать красивый ужин из обычной гречки, создать уют из ничего. Для меня это оказалось ценнее любых национальных стереотипов. Спасибо. Сметану туда еще обязательно положи. Знаете, щи прям. А сейчас лето, да? Лето. Судя по твоей одежде, сейчас какая-то Аляска. Полярная зима. У меня лето, у тебя Северный полюс. А у меня
Покадима. Стали. Ну, стеклянные. Что-то мягкий, да? Сыр? Да. Да. イクラを買いました。高かった。いくらはロシアでも高いです。6200円これで。高いですね。Как в ресторане, когда думаешь, что очень много икры, она только вот здесь краешку. Да. Вау, и экстра мягкий, но да, это слишком мягкий, мне кажется. Это можно пить даже. Ну да, жидкость начинает наверх идти. Как открыть? Вверх. Может, Ой. с праздником. С праздником. Кампай. Кампай. Это... Вода. Нет. Это... Давай на английском. Масленица. Это что, провожаем зиму, да? Да. Провожаем зиму. Будет тепло. Холодное лучше. Ну. Из морозилки. Да. Намного вкуснее, да? Вкусно я блины наготовил. Вкусно. Вкусно. Да. Это разные. Ну, в Японии больше жидкости. Почему? Икра. Ну, потому что в Японии, ну, с саке иногда, ну, возможно, соевый соус. Это как, видимо, как перед готовки. У меня вопрос. Когда я ем, я хочу пить, ну, чуть-чуть есть, чуть-чуть пить. Чуть-чуть есть и чуть-чуть пить. Я не хочу, как, ну, вот так много, вот так, и потом есть. А нельзя вот так чуть-чуть? Ну, смотри, тут есть, наверное, Нельзя. культура выпивания. В России водку, то есть, налили и условно этот объем выпили сразу. В Европе, в Америке пьют по-другому. Тебе наливают бокал, обычно это какой-то рокс, то есть он широкий и высокий. Туда кладут много льда, наливают водку. Дают тебе трубочку, вставляют, и ты ходишь, пьешь как коктейльчик. Ну, мне так бы хотелось. У нас есть... Нельзя так? Да, можно. Нет коктейль с водкой? Много. А ну, мы даже попробуем вспомним. Ну, Кровавый Мэри, Боярский. да. Но я знаю, я вспомнила, коктейль с водкой очень опасен. Я умею ее хорошо прятать. Да. Но с крем-чиз вкуснее, чем сметана, мне кажется. Чем сметана? Ну, он же свой вкус дает тоже. Ну, вкусно очень. Потому что крем-чиз с лососем вкусно, поэтому с икрой должен тоже вкусно. Вкусно очень. Не, раньше, когда я вижу икра, ну, всегда я хотела рис. Ну, не, японская икра очень вкусна с рисом. Ты знаешь? Рисом. Рисом, с рисом.
Да. И без риса тоже очень вкусная. Масленица, русская масленица. Масленицы, по-моему, в Европе нет. Но масленица это же было еще до религии нашей, до христианства. Не, водка вкус сложно понять мне. Да водка она невкусная. Ну прям честно. Ты не русский. Запах для меня алкоголь. Ну да. Ну, когда чистите алкоголем, Да. вот это запах. Поэтому- Вкус горький. Ну там ягодки даже, ну, там земляника. Ну, как кофе, да, вино. Когда первый раз не понимаю. Но с русской икрой я не чувствую хочу рис. Так у нас как раз Япония одинаковая. Не, другая вообще. По-моему, рыба та же самая плавает. Да, но не, готовите другая. Может быть. Поэтому, русская икра вкусно с русской блюдой. Блюдо. С русскими блюдами. С напитками. русскими блюдами. Да. А водка, я думаю, важная еда. Потому что, Ну, с даже, чем? потому что в русском языке даже говорят, водку не пьют, а водку кушают. Ну да, ну это согласен. С едой, да, обязательно. У Да. тебя есть икра, Да. селедка, рыба. Всякие пиклд, эти маринованные овощи. У нас Ну, есть. помидор, кстати, да. Это солнце. Солнце. Да? Ну да, блин, это же олицетворение солнца. Где тепло начинается. Да, завтра плюс 10. Ты можешь так качать. Ну чё, со здоровьем. Короче, за здоровье. Или на здоровье, или за здоровье. Икра вкусно. Спасибо, что досмотрели до конца. Мне очень интересно, а как обстоят дела с межнациональными отношениями в других странах. Пишите в комментариях, с какими необычными или смешными ситуациями сталкивались вы или ваши знакомые, если речь идет о браке с иностранцем, конечно. Будем рады почитать. Пока-пока. Пока-пока.